Добрый день. Спасибо вам огромное за книгу "9 месяцев счастья". Не есть все ответы и на огромное количество вопросов о беременности. Это настоящий кладезь информации. Спасибо огромное, что вы это пишете, потому что, ну, я честно, мне очень хочется, чтобы эту книгу читало больше людей, а не дергало меня вопросами, на которые уже есть действительно ответы. Это энциклопедия беременности, там все есть. Причем настолько детально, что, ну, честно говоря, ну, это даже может быть учебником для врачей, не просто книга для тех женщин, которые забеременели. Перед консультацией с вами какие нужны анализы? Пытаемся забеременеть уже 3 года, но ничего не получается. Сдали много всего, что-то давно, что-то нет. Что лучше всего сдать? Ну, вы уже сдали много всего, правильно? И на самом деле не так уж много нужно, чтобы понять, что происходит или нет. Сначала заполняется специальная форма, она есть тоже в информации видео. Регистрационная форма, где вы описываете свой анамнез, жалобы и так дальше, то есть историю. И там можно прикрепить анализы, если нет, можно их выслать отдельно на электронную почту, или же можно загрузить анализы на драйв какой-то там, Google Drive, вот, и потом прислать мне ссылку. Для меня очень важна именно форма. Потом, что нужно, поскольку в отношении бесплодия всегда есть два человека, которых нужно обследовать, это женщина и мужчина. Для мужчины важна свежая спермограмма. Если были отклонения в сперме, нужно прислать все, что было. Вот, и вот то, что у вас было, что вы сдавали, вы можете загрузить все. Собственно говоря, если вы загрузите все на драйв, вам даже будет легче потом как бы это все держать, и когда нужно находить. И тогда вы даете мне ссылку, я трачу минимум 30-45 минут на изучение этого материала, что вы мне присылаете, а уже потом мы ведем консультации. То есть это не то, что я буду тратить ваше и свое время только на изучение истории, ничего более, а потом скажу: извините, время прошло. Поэтому присылайте все, что считаете нужным. Я все просматриваю. Если что-то не досдали или то, я могу сказать потом, что досдать. Но, в принципе, я знаю, что наши люди в условиях постсоветской медицины сдают в 10 раз больше того, что нужно сдавать. 10 раз больше. Поэтому там половина анализа вообще уйдет в мусорное ведро, понимаете? Они не важны для зачатия. Вот. Но самое главное даже не это. Самое главное тактику дальнейших действий. Что мы дальше делаем? Потому что вы хотите забеременеть. И вам хочется, уже не хочется ходить вот такими какими-то дорогами окольными, да? Вам хочется уже прямолинейно к зачатию ребенка. Именно об этом мы будем говорить, а не о том, какие еще 1000 анализов сдать, чтобы доказать вам, что у вас не детей. У вас же детей нет 3 года. Хотя иногда эти 3 года потрачены на прием гормональной контрацепции, что не называется контрацепцией, значит, как говорится, редким половые акты, потому что доктор запретил, всегда что-то там лечили. У меня таких случаев очень много, когда не просто 3 года, у меня есть случаи, когда 7 лет, 8 лет, 9 лет, 10 лет было потрачено впустую, просто на то, что не надо было тратить, а ключик, как говорится, ларчик просто открывался. То есть люди беременели в считанные недели, потому что на самом деле ничего сложного и плохого не было. Но есть разные случаи, поэтому нужно, конечно, смотреть. Вот. Самое важное – это тактика действий. На что не тратить время, а где сразу пойти на репродуктивные технологии, а где можно еще кое-что сделать и попробовать.